Звука и шумоизоляция потолка в квартире. Звук и шумоизоляция потолка от соседей сверху. Сверху через межэтажное перекрытие до нас доходят два вида шума – воздушный шум и ударный. Воздушный шум – это звуки, распространяющиеся по воздуху, звук из телевизора и тому подобное. Ударный шум возникает при непосредственном воздействии на перекрытие. Стучат каблуки взрослых, бегают дети, передвигаются стулья и тому подобное. Перекрытие звук передается на стены в ниже лежащие помещения, как с потолка, так и от стен. Перекрытие должно обладать звукоизолирующими свойствами для защиты от шума помещений, расположенных как ниже под перекрытием, так и выше над ним. Для защиты от шума ниже лежащих помещений строительные правила устанавливают для перекрытия нормы звукоизоляции для воздушного и ударного шума. При передаче звуков снизу вверх регламентируется только звукоизоляция от воздушного шума. Свод правил СП 51-133-30-2011 «Защита от шума» устанавливает следующие нормы звукоизоляции для перекрытия жилых помещений, где RW – индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями децибел, LNW – индекс приведенного уровня ударного шума децибел. У перекрытия фактический индекс изоляции воздушного шума должен быть больше нормы, а индекс уровня ударного шума наоборот. Чем меньше, тем лучше. Следует учитывать, что значение нормативных индексов звукоизоляции, указанные в таблице, это компромисс между уровнем звукового комфорта и затратами на строительство. Очевидно, что комфорт приносится в жертву бюджету строительства. Рекомендую ориентироваться на более высокие значения индексов звукоизоляции ограждающих конструкций на 3-7 дБ выше нормативных значений. Такое решение обеспечит лучший звуковой комфорт по сравнению с квартирами в стандартных домах. Следует заметить, что все виды перекрытия, обычно применяемые в практике строительства, не могут обеспечить нормативные требования по защите от шума без дополнительной звукоизоляции. Особенно это относится к защите ниже расположенных помещений от ударного шума. Для дополнительной защиты, расположенные внизу под перекрытием помещения от ударного и воздушного шума, надо делать так, чтобы звук от пола не передавался на перекрытие. Для этого помещают звукоизолирующую прокладку между полом и перекрытием. Такой принцип звукоизоляции используется в конструкции плавающего пола. К сожалению, плавающий пол в наших квартирах – большая редкость. По этой причине для защиты от шумных соседей сверху приходится устраивать звукоизоляцию на потолке квартиры, снизу перекрытия. Кроме того, если вы любитель громкой музыки и у вас в квартире часто звучат музыкальные инструменты или работает мощная аудиоаппаратура, то для сбережения нервов соседей и соседей сверху шумоизоляция на потолке тоже необходима. Защита от шума наиболее эффективна, если размещена ближе к источнику звука. Шумоизоляция потолка в квартире. Следует учитывать, что шумоизоляция на потолке лучше всего снижает уровень воздушного шума от ударного шума сверху. Звукоизоляция на потолке защищает менее эффективно. Звуки ударов, которые дошли до плиты или балок перекрытия, легко переходят на стены и передаются в ниже расположенные помещения. Звукоизоляцию потолка чаще всего приходится делать в квартирах, когда нет возможности изолировать перекрытие сверху. Подвесной потолок – эффективная шумоизоляция перекрытия снизу. Звукоизоляция перекрытия с помощью подвесного потолка особенно эффективна при передаче звука снизу вверх. Размещение между листами обшивки специальной пленки мембраны значительно увеличит шумозащитные свойства потолка. Вязкоэластичная мембрана представляет собой синтетический звукоизоляционный материал на полимерной основе. Самое важное отличие материала – это его эластичность, сочетание с высокой плотностью. При толщине 1,8-5,3 мм поверхностная плоскость мембраны составляет 3,5-10 кг на метр квадратный. Сочетание в обшивке материалов с разными свойствами создает условия для многократного отражения, рассеивания и поглощения энергии звуковой волны в каждом из слоев. Звукоизоляционные системы с
применением гипсокартоновых листов и вязкоэластичных мембран используют не только для шумоизоляции потолков, но также для стен и устройства акустических экранов. Мембрана наклеивается непосредственно на поверхность гипсокартоновых листов изнутри, со стороны несущего каркаса. Наиболее эффективно применение мембраны в качестве защемленного слоя между двумя листами гипсокартона. Например, звукоизолирующая эластичная мембрана из нагруженного винила Mass Loaded Vinyl, в состав которого входит минерал, борит или органит. Известная за рубежом торговая марка материала Acoustic Block имеет поверхностную плотность 5 кг на квадратный метр при толщине 2,5 мм. В Российской Федерации одна из фирм продает материал под торговой маркой Шумоблок. Материал продается в рулонах шириной 120 см и длиной 5 метров. На строительном рынке можно найти еще одну звукоизолирующую эластичную мембрану торговой марки TechSound. Рулон TechSound 70 имеет размеры 5 метров на 1,22 метра и 3,7 мм и площадь 6,1 квадратных метров. Для укрепления каркаса подвесного потолка к перекрытию рекомендуется использовать специальные звукоизолирующие крепления – подвесы. Отличительной особенностью таких подвесов является наличие в их конструкции упругого элемента. Количество подвесов рассчитывают так, чтобы каждый подвес нес определенную нагрузку, при которой резонансная частота системы подвесного потолка казалась бы достаточно низкой. Звукопоглощающим материалом в подвесных потолках обычно служат маты или плиты из акустической минеральной ваты. Звукоизолирующие материалы в потолке укладывают плотно, без зазоров. Звукоизоляция под натяжной потолок. Самая эффективная шумоизоляция под натяжной потолок – это устройство на перекрытие шумозащитного подвесного потолка. В конструкции подвесного потолка содержатся все элементы, слои, необходимые для отражения, рассеивания и поглощения энергии звука в диапазоне частот. К шумозащите перекрытие под натяжным потолком не представляет особых требований к выравниванию и отделке поверхности. По этой причине в конструкцию подвесного потолка можно внести некоторые изменения. Например, для обшивки потолка, как для наружного, так и внутреннего слоев, применяют гипсоволокнистые листы ГВЛ. Этот материал более плотный, чем ГКЛ, что улучшает звукоизоляцию. Если между листами обшивки не планируется укладка вязкоэластичной мембраны, то обшивку выполняют в один слой листами увеличенной толщины. Правда, такое решение ухудшит шумоизоляцию. Для обшивки по каркасу можно также использовать акустические панели из гофрокартона FontStar в один слой. Шумозащитный подвесной потолок минимальной высоты. Чтобы сильно не уменьшать высоту помещения, толщину шумозащиты под натяжным потолком в квартире часто стараются сделать поменьше. В качестве шумоизоляции под натяжной потолок выгодно устраивать подвесной потолок минимальной толщины 55 мм. На потолке по всей площади укладывают упругую подложку, например, акустическое полотно, или звукоизолирующие маты толщиной 10-20 мм. Подложку закрепляют к перекрытию на дюбель грибы длиной 70 мм, по 2-3 грибка на 1 квадратный метр. Полотнище укладывают внахлёст на 4-5 см. Стыки полотнищ заклеивают монтажным скотчем с армированием. Профили металлического каркаса PP60-27 мм закрепляют без виброподвесов непосредственно к перекрытию через подложку. Для крепления профилей применяют специальные акустические дюбели-гвозди. Отсутствие виброподвесов, конечно же, снижает шумозащитные свойства покрытия. В точках закрепления каркаса к перекрытию подложка сжата и выступает как демпфер, снижающий передачу вибраций. По остальной площади потолка материал работает на поглощение звуковой волны за счет своей волокнистой структуры. Промежутки между профилями можно дополнительно заполнить звукопоглощающим материалом, тонкими акустическими плитами из минеральной ваты или матами. Потолочная система должна быть виброизолирована от стен. Под направляющие профили необходимо подложить демпферную ленту в 2 слоя. Шумозащитный потолок на самонесущем каркасе.
Самонесущий каркас из металлопрофиля не имеет связи с перекрытием. Стенам каркас закрепляют через упругую демпферную прокладку. Для шумоизоляции небольших помещений шириной до 3 метров пролет. Бывает выгодно сделать самонесущий каркас из металлопрофилей. Такой каркас не имеет связи с перекрытием, что положительно влияет на шумозащитные свойства потолка. В направляющих ПН сверлится отверстие диаметром 10-14 мм, в которые вставляются другие виброразвязывающие монтажные элементы. На противоположные длинные стены помещения под перекрытием устанавливают направляющие профили ПН. Между профилем и стеной на всю высоту потолка прокладывается демпферная лента. Профиль к стене закрепляют дюбелями через упругие элементы, вставляемые в профиль. В продаже можно найти профили ПН с уже смонтированными в заводских условиях узлами виброкрепления. Иначе виброкрепления для профилей приобретают и вставляют в профиль самостоятельно. В направляющие профили закрепляют стоечные профили ПС с шагом 0,6 метра. При пролете более 2 метров стоечные профили должны быть двойными. Акустические плиты или маты закрепляют на перекрытии или укладывают сверху на каркас. Между профилями дополнительно можно еще уложить плиты звукоизоляции. Бескаркасная шумоизоляция под натяжной потолок. Если перекрытие не имеет резких перепадов по высоте ступенек высотой более 10 мм, то для шумоизоляции удобно использовать бескаркасные конструкции. Бескаркасная шумоизоляция панелями ZIPS. Бескаркасная система шумоизоляции с звукоизолирующими панелями ZIPS Vector для дополнительной звукоизоляции перекрытия под подвесной потолок. Общая толщина слоя звукоизоляции 55 мм. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума RW равно 11-13 дБ. Панели закрепляют к перекрытию только через существующие в них узлы крепления. От всех стен отделяются 2 слоями упругой ленты. Листы гипсокартона или гипсоволокнистых плит закрепляют на панелях саморезами. Под натяжной потолок рекомендуют отказаться от второго слоя СГКЛ. Выгоднее применить панели ZIPS с более толстым слоем минваты. Бескаркасная звукоизоляция панелями Fonstar. Акустические панели Fonstar аналогичной продукции также выпускаются и продаются под другими торговыми названиями Тихо, Soundground и так далее. Обладают великолепными звукоизолирующими способностями. Если на перекрытии нет больших резких перепадов ступенек, то под натяжной потолок панели Fonstar можно крепить без устройства обрешетки непосредственно к перекрытию. Панели закрепляются на перекрытии с помощью пластиковых акустических дюбель-гвоздей. Листы гипсокартона во всех случаях крепятся на саморезы длиной 20 мм к акустической панели. Шумозащита подвесного потолка эконом. Устройство под прикрытием подвесного плюс натяжного потолков достаточно дорогостоящая затея. В эконом-варианте на перекрытии под натяжным потолком часто размещают только слой из мягких и легких акустических плит из минеральной ваты. В качестве звукопоглощающего слоя могут быть использованы акустические минераловатные плиты толщиной 3-5 см. Перекрытие под натяжным потолком закрывается звукоизоляцией по всей площади. Закрепление материала к потолку осуществляется пластиковыми дюбелями-грибками. Уровень снижения шума до 6 дБ в 2 раза. Это заметно меньше, чем у варианта с подвесным потолком. Звукошумоизоляция потолка в квартире своими руками. Металлопрофиль потолочный ПП-6027, гипсоволокнистый лист ГВЛ толщиной 10 мм, гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм, плиты звукоизоляции из каменной ваты плотностью не менее 60-80 кг на метр кубический, толщиной 30-50 мм. Выбор подвеса на основе материала сайломер. Уплотнительная самоклеющаяся лента из химически сшитого пенополиэтилена толщиной 3 мм в 2 слоя. Подшивку подвесного потолка выполняют по обрешетке, прикрепленной к плите или балкам перекрытия на упругих подвесах. Для снижения резонансной частоты колебательной системы упругий подвес обшивка рекомендуется увеличить массу листов обшивки. Использование многослойной конструкции, в которой каждый слой имеет свою
структуру и упругость материала, разную плотность и другие отличия. Позволяет эффективно отражать, поглощать и рассеивать энергию звука. Готовые детали подвесного потолка на упругих подвесах можно найти на строительном рынке. Порядок монтажа звукоизолирующего потолка. Перед началом работ по звукоизоляции потолка тщательно осмотрите потолок на наличие трещин. Трещины необходимо расшить и заделать цементно-песчаным раствором. Осмотрите места примыкания плит перекрытия к стенам. При обнаружении щелей их также необходимо устранить. Установите на потолке виброподвесы для крепления металлопрофиля подвесного потолка. Количество виброподвесов рассчитывается исходя из общего веса конструкции. Обычно принимаем шаг подвесов 600-800 мм. Крайние в рядах виброподвесы располагают не ближе, чем на 150 мм от стены. Рекомендуемый крепеж — универсальный саморез 6 на 70 мм и пластиковый дюбель 6 на 60 мм или металлический анкерный клин 6 на 60 мм. На стенах закрепите направляющие профили ПН 27-28 мм. Под направляющие профили нужно положить демпферную ленту в 2 слоя. Для крепления используют дюбели 6 на 40 мм из расчета 2 штуки на 1 погонный метр профиля. Закрепите плиты звукоизоляции по всей площади потолка. Для крепления плиты накалывают на установленные на потолке виброподвесы. Дополнительно используют пластиковые дюбель-грибы длиной 70-100 мм. Можно также использовать полиуретановый клей-пену. Установка плит до монтажа потолочного профиля. Установка плит до монтажа потолочного профиля позволяет качественно, без пропусков, закрыть звукоизоляцией всю поверхность перекрытия. Выполните монтаж на виброподвесах каркаса подвесного потолка из элементов потолочного профиля ПП 60-27 мм. Несущие и поперечные профили монтируются в один уровень стандартным способом. Расположение профилей на потолке должно быть таким, чтобы все стыки плит обшивки обязательно попадали на профиль. После установки каркасной конструкции из направляющего профиля ПН 27-28 мм удаляются временные дюбели-гвозди крепления его к стене. Каркас потолка должен оставаться висеть только на виброподвесах. На каркас устанавливают первый слой обшивки из гипсоволокнистых листов ГВЛ толщиной 10 мм. К профилю листы крепятся с помощью саморезов 3,5 на 20 мм с шагом между саморезами 20 см. Листы на потолке размещают со смещением в разбежку, так чтобы стыки не сливались в одну линию по всему потолку. По краям потолка листы ГВЛ упираются в демпфирующую ленту. Стыки листов уплотняют виброустойчивым силиконовым герметиком. Вместо листов ГВЛ для первого слоя обшивки можно применять гипсокартонный ГКЛ, что приведет к некоторому ухудшению параметров звукоизоляции. Затем на каркас закрепляют второй слой обшивки из листов ГКЛ толщиной 12,5 мм. Листы укладывают со смещением относительно первого слоя, так чтобы стыки листов в первом и втором слоях не совпадали. Для крепления второго слоя используют саморезы 3,5 на 40 мм. Стыки между листами ГКЛ заделывают, как обычно, шпаклевкой с проклейкой и лентой. После установки обшивки подвесного потолка необходимо обрезать выступающие части демпфирующей ленты. Швы по периметру обшивки к местам примыкания к стенам в случае необходимости уплотняют силиконовым виброакустическим герметиком. Применение монтажной пены недопустимо.